Привет, друзья! В этом ролике речь пойдет о совсем необычном транспорте. Это не электромобили, дизельные или бензиновые. Речь пойдет о педальных машинках. О тех самых советских педальных машинках, настоящей детской мечте тех времен. Кто тогда в детстве не мечтал иметь свой собственный, хотя и миниатюрный автомобиль? И наиболее состоятельные семьи в стране Советов могли машину позволить не только для себя, но также для своих маленьких детей. И если ты ребенком входил в это число, то зависть соседних пацанов тебе была обеспечена. Собирались педальные автомобили для детей с использованием вполне взрослых технологий. Здесь также применялся, как в производстве наших машин, принцип конвейерной сборки. И первый педальный автомобиль нашего детства – это «Москвич» первой серии. Их производство началось на московском заводе малолитражных автомобилей в 1959 году. Игрушечный автомобиль был создан с реальной машины Studebaker чемпион 1950 года. Этот автомобильчик еще называли «Циклоп» из-за характерной радиаторной решетки по центру. Первые серийные машинки имели трубчатую раму в виде отдельно конструктивного элемента. Впоследствии она была упразднена. В 1960 году конструкцию переработали. Появился кузов с несущими лонжеронами. Появилась рамка лобового стекла. Крепление переднего бампера и форма молдинга. Колеса сделали на подшипниках. До этого стояли втулки скольжения. Также появился звуковой сигнал в виде клаксона с грушей. Но самой фишкой считалось на этом автомобильчике это освещение передних фар. И это техническое решение было реализовано только на педальной машинке «Малыш», которая выпускалась Челябинским кузнечно-прессовым заводом в 1970-х годах. «Москвичи» первой серии выпускались до 1973 года, когда им на смену пришли автомобили второй серии, которые были разработаны уже на АЗЛК. Педальный «Москвич» был популярным не только в Советском Союзе, но и за рубежом, в странах так называемого соцлагеря. Второй автомобильчик – это «Урал». Выпускался на том же заводе, где и «Малыш», на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с 1957 по 1964 год. Считался в то время поистине красавцем. Кузов изготавливался из штампованного листа толщиной 1,5 мм. Устанавливалось на штампованной раме. Особенной фичей считалась на «Урале» это доведенная до совершенства ходовая часть, которая не была создана ни на одной педальной машинке того времени. Педальный «Урал», несмотря на вес, имел легкий ход и большой накат. Также заложенный конструкторами запас прочности мог выдержать вес взрослого человека. Эта машинка была создана с серийного автомобиля ГАЗ-М20 «Победа». Машинка «Радуга» производилась также в Челябинске с 1977 по 1992 год. Была похожа на настоящий гоночный автомобиль и частично походила на популярный в Америке того времени маслкары. Ее агрессивный дизайн с необтекаемым кузовом смотрелся очень интересно и необычно. По конструкции «Радуга» мало отличалась от первых моделей «Москвича». У нее был рамный корпус, достаточно жесткий. Педальные «Радуги» стали популярны начиная с 1979 года, когда на выставке ВДНХ заняли почетное 3-е место за свой дизайн. Благодаря этому их начали экспортировать, как и «Москвичи», за границу. За все время с конвейера сошло более 100 тысяч экземпляров автомобильчиков «Радуга». Машинка «Муравей» производилась на заводе АЗЛК с 1990 по 1994 год. Машинка должна была быть недорогой. Расчет был на то, что жители без соответствующего достатка могут позволить себе такую покупку. В основу легла рама П-образного сечения из стали. К ней фиксировались колеса и навесные педали из пластика. Кузов как таковой отсутствовал. В передней части была решетка радиатора. Сзади багажник из пластика. Интересная особенность модели – наличие сразу 2 передач. За задним сиденьем была стальная ручка для переноса машинки. Из-за плохой ситуации на заводе в 1994 году было принято решение прекратить производство модели. «Зиронька» – редчайшая педальная машинка. Производилась в послевоенные годы на Львовском заводе автопогрузчиков. Там же производилась и «Стрела». Обе машинки были сделаны из листового металла. Данные модели отличались очень небольшими габаритами и весом, и даже по сравнению с большинством аналогов выглядели очень компактными. Самое удивительное в этих машинках – это форма педальных тяг, выполненная в виде зигзага, чтобы смягчить передачу высокого возвратно-поступательного момента от педали на колеса при резком старте.
Также обе машинки выглядели очень необычно за счет большой фирменной решетки, располагавшейся спереди. А отличительной чертой стрелы был цельный кузов с наполовину закрытыми задними колесами и некоторыми декорированными элементами. Нева производилась на Ленинградском северном заводе. Выпускалась с 1965 по 1978 год. Считалась среди советских машинок эксклюзивом. Была примечательна своим дизайном. Нева получилась похожей на классические автомобили США 50-х годов. И поэтому ребенок за рулем мог почувствовать себя крутым автомобилистом. В багажник можно положить мелкие вещи, а под капотом находился 4-цилиндровый игрушечный мотор. Также она была оснащена оптикой головного света, запитанной от батареек. Выпускалась десятками тысяч. Сейчас это очень редкая машинка. Орь – довольно своеобразная машинка. Выпускалась в городе Орск. Названа в честь реки Орь, которая впадает в реку Урал и на которой стоит Орск. Такие машинки не распространялись по территории Союза и продавались исключительно в городе Орск. Отличалась от других машинок своей простотой. Прямоугольная рама из пластика и простой руль и капот. Сзади устанавливали простенькое сиденье. Практически неизвестно за пределами этого города. Оренбуржец. Машинка выпускалась только в городе Оренбург. Выпускалась Оренбургским заводом в конце 80-х, начале 90-х годов. Автомобиль имел угловатую форму. Кузов изготавливался из дюраля методом гибки. Остальные детали изготавливались из пластика. Каждый год выпускалось от 50 до 80 тысяч машинок. Малыш выпускался на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с 1965 по 1977 год. Эта машинка начиная от разработки и кончая производством декора из металла, такие как бампер, колпаки фар, колеса, также узлов из пластика, руль и задние фары, были сделаны на заводе. Единственную деталь, которую позаимствовали, стал плафон салона от автомобиля ГАЗ-М20 Победы. Его так же, как и на москвиче, использовали в качестве фар. И у малыша не было амортизаторов, как на москвичах. Ракета, она же стрела, выпускалась в виде ракеты в 1957 году и стала отражением начала эры покорения космоса. Это единственная машинка, которая была выпущена из алюминия. Сначала она выпускалась на цепной передаче, как у велосипеда, но потом от этого отказались в пользу педальной. Хоть эта машинка и сделана из алюминия и должны были сохраниться максимальное количество ракет, но результат был прямо противоположным. В трудные 90-е эти машинки безжалостно сдавались в пункты приема цветмета. Были и другие педальные машинки – трактор, мотороллер и даже конь педальный. И если у вас были хоть одна из представленных машинок, пишите мне в комментариях. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего, пока-пока.